Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам вот про такую вот бюджетненькую зарядку для литий-полимерных либо литий-ионных батарей, которая заряжает 2S и 3S аккумуляторы. Это IMAX B3 Pro от компании IMAX RC. Это была моя одна из самых первых зарядок, когда я начал увлекаться авиамоделированием, когда строил свой первый квадрокоптер. Коптер был у меня на аккумуляторах 3S. Конкретно вот мои первые аккумуляторы. Это аккумуляторы ТЦБ на 2200 мАч. Как видите, он уже со временем превратился в такой воздушный шарик. Но аккумуляторам уже 2,5 года. В принципе, они нормально до сих пор работают, и ампераж хороший выдают. И емкость у них даже сохранилась. Но вот уже на квадриках я их не использую. Теперь он у меня просто как зарядка шлема идет. С собой таскаю. Да и сильными токами разряжать их уже опасно, потому что надулись. Но сегодня не про аккумы. Что можно сказать по самой зарядочке? Зарядка эта стоит на сегодняшний день на Алике порядка 5-7 долларов. Дешевле вы ничего не купите. Это самый-самый бюджетный вариант, которым можно зарядить ваши аккумуляторы 2S или 3S. Значит, как поставляется зарядка? Зарядка приходит вот в такой вот картонной коробочке небольшой. У меня еще была инструкция, там буквально на один листик, но я ее уже за это время успешно где-то посеял. Так выглядит сама зарядочка. Сзади на зарядке у нас есть ее технические характеристики. Точно такие же были прописаны и в инструкции по эксплуатации. Вот что здесь написано. То, что работает она как при 110, так и при 240 вольтах. Выдает 800 мА на 3 выхода. И может заряжать либо 2S, либо 3S аккумуляторы. По комплектации в коробке шла, как я уже говорил, инструкция в одну страничку, сама зарядка и вот такой вот проводок питания, который с одной стороны втыкается в розетку, а с другой стороны вот сюда вот в переходничок в само зарядное. То есть он так втыкается в розетку и работает. А сюда мы через балансировочные разъемы аккумуляторов подключаем либо 3S аккумулятор, либо 2S аккумулятор. И заряжает эта зарядка конкретно через балансир, не через основной провод питания. Еще можно сказать то, что зарядное устройство балансирует аккумуляторы, как 2S, так и 3S. Причем балансирует нормально, со своей функцией балансировки она справляется. У меня было два таких зарядных, и что один, что второй балансировали аккумуляторы вполне себе хорошо, сильной погрешности не было. Так, теперь давайте я вам покажу, как работает эта зарядка. Значит, включаем ее в розетку и видим, что у нее загорелись 3 светодиода. Написано сверху CL1, CL2, CL3. Ну, это количество банок. Когда светодиоды горят зеленым цветом, значит, что они не заряжают аккумулятор. Либо аккумулятор уже заряжен. Наш аккумулятор разряжен до режима хранения, до 3,8 вольт на банку. Втыкаем его. И видим, что все начало гореть красным цветом. То, что оно горит красным цветом, означает то, что пошла зарядка. Когда у нас аккумулятор зарядится, то светодиоды снова станут зелеными. Причем зелеными они будут становиться по очереди, когда каждая банка будет достигать 4,2 вольта. Мы будем знать, что аккумулятор заряжен и отбалансирован. Если же мы втыкаем не 3S аккумулятор, а 2S аккумулятор, то будет гореть только CL1 и CL2. CL3 гореть не будет. То есть они будут два гореть красным цветом, и CL1 будет гореть зеленым цветом. Основным недостатком данного зарядного устройства является, к сожалению, его одна из основных функций – это мощность зарядки. Как я уже говорил, она всего лишь 800 мА. Поэтому, если вы заряжаете какие-то небольшие аккумуляторы 2 или 3S, у вас для маленьких вупчиков, либо для машинок там, до 1000-1200 мА, то, в принципе, вполне себе решение бюджетное, ничего
дороже 5-7 долларов тут покупать и не надо, чтобы раз там покататься, поиграться. Но так как пользовал я ее конкретно на свою летучку, на квадрокоптер, в дальнейшем на дальнолет. Аккумуляторы 2200 мАч. А потом, когда начал делать еще и литий-ионные спайки 3S на 4000 на 3 на 4000 мАч, то хочу сказать, что очень-очень долго они заряжаются этим вот непосредственно зарядным, так как ток у нас 800 мА. А как мы знаем, чем больше заряжен аккумулятор, тем меньше уже впоследствии миллиампер выдает зарядная. Поэтому даже если взять простую математику, 4000 мА мы разделим на 800, который выдает данный аккумулятор, по сути аккум должен... не аккумулятор, а зарядная. То по сути аккум должен зарядиться примерно за 5 часов. Но этого не происходит. Чтобы зарядить аккум на 4000 мА, у меня уходило порядка 8, а то и 10 часов. Поэтому перезарядить 3 аккумулятора мне приходилось ждать 1,5 суток, чтобы потом опять сходить и поиграться, полетать, отдохнуть. Так что вот такие пироги, дорогие друзья. Маленькая, дешевая, медленная, но все же зарядка. Да и по цене 5-7 долларов у нее просто нет конкурентов. Если, повторюсь, вы хотите заряжать какие-то маленькие аккумуляторы, то для вас это в принципе хорошее решение. Если же у вас много объемных аккумуляторов, то эта штука не для вас. Тогда нужно смотреть в сторону хотя бы IMAX B6, самый народный, популярный, да в принципе тоже не очень дорогой, зарядный, который в комплекте с блоком и со всей ерундой идет там порядка 30 долларов. Либо что-то уже покруче. На сегодняшний день есть куча всяких современных и бюджетных, и дорогих зарядок. Так что, кому видео было полезно, ставьте лайки, заглядывайте в описание, смотрите наши другие видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!